Матрица судьбы или карта здоровья, зоны в матрице или чакры в карте здоровья, с чем работать. Друзья, привет! В этом видео я хочу вам рассказать о своей методике работы с данным инструментом. Мне периодически задают вопрос о зонах в матрице, и в этом видео я хочу объяснить, почему я работаю именно с картой здоровья, изучая человека. Первое, что хочется обозначить, что карта здоровья – это не только про здоровье. Как я уже говорила в своих прочих видео, карта здоровья состоит из чакр и цифр. И чакры в так называемой табличке карты здоровья являются главными. Они указывают нам вектор, о чем эта чакра, а цифры уточняют детали. Как я говорила в видео «Почему люди болеют», заболевания спускаются на физический уровень чаще всего с энергетического. Бывает, что заболевание настигает человека еще и кармически. Так вот, для того, чтобы в энергетическом поле возник пробой или какой-то негатив, тоже должны пройти определенные этапы. Человек длительное время может растить в себе какую-то негативную мысль. Например, что он не ценен, что его труды никому не нужны и вообще, что его никто не понимает. А в итоге через время он получит аллопецию, облысение, проблемы с желчным, какие-нибудь проблемы с головой, горлом и еще много чего. Но между этими двумя составляющими, а именно мысль, заболевание, есть еще большой интервал времени. Мысли со временем превращаются во внутренние установки, часто неосознанные, но живут в человеке и все больше укрепляются. Из разных установок, в принципе, состоит жизнь каждого из нас. Это некие внутренние, осознанные или неосознанные понятия и принципы, по которым мы с вами живем. И это и есть мы, как человек. Это каждый наш день, наполненный определенными мыслями, определенным образом поведения, образом мышления, действия, общения и так далее. Это то, из чего, в принципе, мы с вами состоим. Так вот, так называемая карта здоровья в матрице судьбы энергиями, стоящими на чакрах, демонстрирует, из чего состоит человек всегда, каждый день, каждый миг. И помимо локации в теле, каждая чакра отвечает за определенную сферу жизнедеятельности. Например, первая чакра Муладхара отвечает за безопасность, здоровье, удовлетворение самых базовых нужд, в частности биологических. Вторая чакра Свадхистана отвечает за социализацию, творчество, эмоции, отношения и так далее. И у каждой чакры есть подобные характеристики. Первые упоминания о чакрах содержатся в Ведах. Это священная древняя книга, которая переводится с санскрита как «знание». Согласно современной индологической науке, Веды составлялись в течение определенного периода, который продолжался около 1000 лет. И начинался он с составления Ригведы около аж 16 века до нашей эры. Только подумайте. После Вед появились Упанишады. Что это такое? Это мудрость, передаваемая от учителя к ученику. И о чакрах, как о духовных центрах сознания, упоминается в йогических Упанишадах примерно в 600 году до нашей эры. Представьте, какой период времени до настоящего момента. Матрица судьбы – это инструмент, который появился в начале 2000-х. Это классная методика самопознания, но чакры, как вы знаете, в ней являются не основными. По октограмме матрицы высчитываются цифры, то есть энергии, которые затем прикладываются к чакрам. Чакры обладают определенным свойством, универсальным для всех людей, а цифры – это уже конкретика, уточнение для каждого индивидуального человека. Это нам дает представление о том, что же за человек перед нами. Едем дальше. Основным же элементом матрицы судьбы является круг, который я называю октограммой по количеству углов двух квадратов. Далее матрицей я буду называть эту самую октограмму. Так вот, в матрице есть много разных кружочков, а точнее точек, в которых по определенному алгоритму рассчитаны энергии, то есть цифры. И почти везде мы видим сочетание по 3 энергии. Так вот, эти комбинации поделены по зонам, и для каждой зоны отведено свое определенное значение. Но есть и отдельные точки, которые также считаются зоной чего-то. Так, например, центр часто обозначается как зона характера. Вот эта зона называется высшей сутью или зоной вдохновения и депрессии. Вот это кармический хвост. Эта зона – материальная карма.
Это зона отношений, а вот это зона финансов. Я по своей натуре исследователь, и если мне недостаточно каких-то данных для понимания, я иду копать информацию. Традиционно выделяемых зон в матрице мне было недостаточно, поэтому, когда я стала разбираться в карте здоровья, а именно в чакрах, все как-то встало на свои места. То есть, например, чтобы мне посмотреть так называемую зону отношений в карте здоровья, я смотрю Сватхистану и еще кое-что позже расскажу. В зависимости от конкретного вопроса можно посмотреть и другие чакры и энергии на них. Вообще, я сторонник того, чтобы увидеть реальную картину о человеке, необходимо смотреть на все целиком, собирать все воедино, а не вырывать из контекста отдельными зонами. Это, по моему мнению, лучше отражает так называемая карта здоровья, которая, как вы уже могли понять, не является отражением лишь здоровья в традиционном понимании этого слова. Когда мы смотрим на вот эту цветную табличку, которую лично я называю портретом личности, зная принципы работы чакр, мы понимаем, что, к примеру, сложно говорить о самореализации человека, о его предназначении, о высоких смыслах, это в частности 5-я чакра, когда человек не проработал нечто базовое, то есть чакры, которые располагаются ниже 5-й. Таким образом, мы начинаем работать с данными комплексно, смотреть, что же там еще не в порядке. Безусловно, кому-то по зонам может быть работать проще, но лично мне хочется увидеть картину шире и собрать все воедино. На мой взгляд, работа с отдельными зонами – это как несколько пазлов из общей картины, то есть вы их собрали, и вроде бы что-то понятно, но на самом деле ничего не понятно и не всегда корректно. В зоне выделено всего 3 энергии. Но ровно в это же время в человеке есть и другие, которые также влияют на выбранную вами зону. Например, что бы там ни было с отношениями, у человека никуда не растворяется его характер. Напротив, в отношениях человек еще больше может проявлять свой характер. Но если смотреть отдельную зону, состоящую всего из 3 энергий, вы этого не учтете. По матрице зона отношений располагается на линии благополучия. По классике, зона благополучия – это отражение Сватхистаны в карте здоровья. Оттуда мы переписываем энергии в цветную табличку. Но если знать больше о самих чакрах, то вы заметите, что отношения, чувства, любовь – это еще и анахата, 4-я чакра. Посмотрите, где по классике в матрице отмечена зона анахаты. Но, разбирая традиционную зону отношений в матрице, вы этого опять же не учтете. А картина, исходя из энергии, может сильно поменяться. Например, давайте рассмотрим конкретную дату. Вот, 20 июня 1990 года. Смотрим зону отношений 18, 10, 10. Если мы будем смотреть только на эту зону, мы можем сказать что-то конкретное о человеке, о его зоне отношений. Что, например, его идеальный партнер – это партнер налегке, да, в потоке. Углубляться сейчас не будем, то есть самое главное, что с партнером должно быть легко. А теперь смотрим центр матрицы. 9. Повторюсь, если смотреть только 3 энергии, классической зоны отношений, вы на это внимание не обратите, вы это не учтете. Но факт остается фактом, что 9-я энергия точно так же очень сильно влияет и на отношения. О чем нам говорит 9? Вот прям очень коротко, что человек это, скорее всего, интроверт, что он закрытый, сдержанный, а значит что? Значит, вряд ли он доверится потоку. И как бы вы там ни описывали ему идеального партнера, человек просто не доверится этому потоку, он закрыт, и поэтому у него уменьшаются шансы на то, чтобы встретить своего идеального партнера. А если мы с вами учтем еще и анахату, которая точно так же является отражением наших отношений, вот посмотрите, где она располагается в матрице, вот здесь она у нас в карте здоровья, и здесь у нас 6-я и 20-я энергии. О чем это может говорить? О том, что человек, несомненно, очень хочет любить. Он очень ярко переживает свои эмоции, чувства, но они у него скованы внутри, и за счет той самой 9-очки он их просто не выпустит наружу. И таким образом, какой там довериться своему потоку? То есть, понимаете, какую большую роль здесь играет 9. А если вы еще и посмотрите на кармический хвост, где 9 является самой проблемной энергией вообще в принципе,
то вы поймете, что пока человек не поработает сам над собой, никаких ему нормальных отношений в принципе не светит. Это, конечно, не значит, что отношений вообще не будет. Они будут, но, скорее всего, будут кратковременными и непостоянными. Если еще учесть 20-ю энергию, которая стоит также на анахате, то на человека также может оказывать большое влияние его воспитание. То, как его воспитывали предки, или то, как они сейчас на него влияют. То есть, какими бы ни были отношения, что-то скажут родственники, и все, и человек потеряется. И опять, какой тут поток? Так вот, переходим с вами к заключению. Работая с картой здоровья, лично я, к примеру, вообще зоны не выделяю. Я просто знаю, за что отвечает какая чакра, и смотрю общую картину. Вообще я работаю по вопросу, то есть что конкретно беспокоит человека. Чаще всего я раскрываю тему жизненного пути, смысла жизни или самореализации. И вот так, подтягивая информацию из разных точек, в частности с разных чакр, можно собрать целую, более достоверную картину и качественнее помочь человеку. Кому-то, имею в виду сейчас клиентов, информации с зон будет вполне достаточно. Я не говорю, что моя методика единственно верная, я вообще за эксперименты и всяческие альтернативы, и за сочетание разных даже инструментов самопознания. Просто мне хочется найти истину, а не опираться на нечто, вырванное из контекста. Вы можете работать так, как вам удобно. Я же поделилась с вами своим подходом. Оцените это видео, поделитесь мнением в комментариях. Благодарю за просмотр. Обнимаю, Таня.